Давайте приступим. Для работы нам понадобится спицы номер 2 и пряжа. У меня это пряжа Белла на 50 грамм, 180 метров. То есть вы можете брать любую, которая вам понравится и которая вам подойдет по метражу. Плотность вязания я напишу в углу видео. На спице номер 2 набираем 76 петель. Набрали. Сейчас мы с вами провяжем 2 ряда платочной вязкой. То есть первый ряд лицевая будет у нас, лицевыми петлями провяжем. И второй ряд тоже провяжем лицевыми петлями. И встретимся. Так, провязали. Вот получились у нас с вами 2 дорожки. В этом ряду мы должны сделать отверстие под пуговицы. Платочной вязкой всего мы должны с вами провязать 6 рядов. То есть вот 2 ряда мы провязали. В этом ряду мы делаем отверстие под пуговички. Кто будет ставить кнопки, могут отверстие под пуговицы не вывязывать. Значит, на 3 первых петлях у нас располагается планка. И на этой планочке мы делаем отверстие. Значит, первую петельку вяжем лицевой, далее делаем накид. И 2 петли провязываем с наклоном влево. Вот таким образом. Все, далее вяжем лицевыми петлями весь ряд. Изнаночный ряд также провязываем лицевыми петлями. Доходим до отверстия под пуговичку. И провязываем таким образом, чтобы это отверстие оставалось открытым. И после этого провязываем еще 2 ряда платочной вязкой, чтобы в итоге у нас с вами вот таких вот дорожек получилось 3. А в общей сложности у нас с вами провяжется 6 рядов. Давайте провяжем это самостоятельно. Я надеюсь, вам понятно. И встретимся. Провязали. Смотрите, у вас должно быть вот тут вот отверстие под пуговички. И 1, 2, 3 дорожки вот такие вот. То есть мы с вами провязали 6 рядов платочной вязки. Сейчас мы с вами будем формировать бретельки нашего сарафана. Значит, первую петельку снимаем. 3 петли планки. Планку всегда вяжем лицевыми петлями. Дальше вяжем 8 лицевых. Это у нас будет одна сторона спинки. Далее нам с вами надо будет закрыть 18 петель лицевыми петлями. Первую петелечку провязываем лицевой, вторую лицевой провязываем и первую накидываем на провязанную. Одну закрыли. Следующую закрываем. Вторая. Третья. 4. И так 18 раз. Закрыли 18 петель. На правой спице у нас с вами остается 1 петля. И далее мы должны провязать 15 петель. Всего у нас с вами получится вместе с этой петлей 16 петель переда. Вяжем. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Все, перед мы провязали. Сейчас нужно закрыть нам 18 петель таким же способом, как мы делали в первый раз. То есть первую петельку мы провязываем, вторую тоже провязываем и первую накидываем на провязанную. Далее одну закрыли петлю, вторую, третью, 4. И так 18 петель закрываем. Закрыли 18 петель. 1 петля у нас с вами остается на правой спице. Здесь нам надо провязать 7 петель. Это получается, провяжем петли спинки, второй половинки спинки.
И всего на спинке у нас должно быть с вами 8 петель. То есть 7 мы провяжем, и одна у нас здесь уже провязана. Значит, вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот. 3 петли планки. Вяжем всегда лицевыми. И последнюю провязываем кромочную и изнаночной. Разворачиваем наше вязание. В изнаночном ряду вяжем следующим образом. Петли вяжем все по рисунку, планку провязываем всегда лицевыми петлями. Значит, 3 петли планки, 8 петель изнаночной, вяжем изнанкой 8 петель. Далее прибавляем, как для подрезов, 2 петли следующим образом, вот так вот. Далее провязываем изнаночными петлями петли переда. У нас здесь 16 петель. Постарайтесь первую петельку подтянуть сильнее, чтобы не было никаких дырочек у нас с вами. Четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. После того, как провязали петли переда, опять прибавляем 2 петли. 1 и 2. Далее вяжем 8 петель второй половинки спинки. Первую петельку посильнее затягиваете, чтобы не было никаких отверстий у нас. То есть 8 изнаночных провязываем. И остается у нас с вами 3 петли планки. Вяжем их и планку лицевыми петлями. Разворачиваем наше вязание. Вот так у нас получилось. Бретелечки у нас вывязаны. Все. Далее вяжем с вами 6 рядов лицевой глади. Что это значит? Что в лицевых рядах мы вяжем лицевые петли, в изнаночных рядах мы провязываем все петли изнаночными. Планки провязываем лицевыми. Давайте свяжем эти 6 рядов самостоятельно и встречаемся. Так, провязали мы с вами 6 рядов лицевой гладью. Сейчас мы должны провязать 4 ряда платочной вязкой, то есть это лицевые, в лицевом и в изнаночном ряду мы будем вязать лицевыми петлями. При этом в первом ряду здесь мы должны будем убавить 1 петлю. Убавлять будем в середине. Между планками у нас с вами 36 петель, поэтому провяжем здесь спереди 17 петель и 18 и 19 провяжем 2 вместе лицевой. Далее продолжим вязание уже, как я вам сказала, лицевыми. Вот, изнаночный ряд также будем вязать лицевыми. Давайте провяжем эти 4 ряда платочной вязкой самостоятельно. Вот так у вас должно получиться. Все, я надеюсь, все получилось. Давайте померим на куколку. Клавушка у меня будет сегодня моделькой. Вот. Все должно сесть хорошо. Вот так. И здесь. Вот, смотрите. Так, давайте продолжим вязать дальше.
Сейчас мы с вами будем формировать уже клинья и вывязывать наш узор миссони, как я его называю. Значит, в первом ряду как вяжем? Первую петельку снимаем, 3 петли планки, далее делаем накид, 3 лицевые, накид, лицевая, накид. Это вот как раппорт, да, один получается. Далее опять 3 лицевые, накид, лицевая, накид. 3 лицевые, накид, лицевая, накид. То есть мы делаем с первой накид, далее вяжем 3 лицевые, накид, лицевая, накид. Еще раз показываю. 3 лицевые, накид, лицевая, накид. Вяжем так до конца ряда. В изнаночном ряду накиды провязываем открытыми. Я покажу вам, как это вязать. Вот. А остальные петли вяжем по узору. Петли планки, как обычно, вяжем лицевыми петлями. Вот смотрите, мы довязали с вами до конца ряда. И перед петлями планки, вот получается, у вас должно получиться следующим образом, да, вот накид, лицевая, накид, 3 лицевые, делаем также накид и далее вяжем петли планки. Кромочная. Разворачиваем вязание. С изнаночной стороны вяжем следующим образом. Первую петельку снимаем. Петли планки у нас всегда лицевыми вяжутся. Дошли до накида, накид провязываем открытым. Вот таким образом. Далее вяжем по узору. Тут у нас получается 3 изнанки. Доходим до накида, опять провязываем его открытым. Изнаночная, накид открытым. Так вяжем до конца ряда. Вяжем следующий ряд. В этом ряду мы делаем отверстие под пуговички. Первую петельку снимаем, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Все, отверстие мы сделали под пуговички. Далее далее вяжем клин наш. Делаем накид, 5 лицевых, накид, лицевая. Опять делаем накид. 1, 2, 3, 4, 5 лицевых, накид, лицевая. Опять делаем накид, 5 лицевых, накид, лицевая. И так вяжем до конца ряда. То есть там, где мы вязали 3 лицевые, сейчас вместо 3 лицевых мы провязываем 5 лицевых. И между вот этой петелькой, да, которая у нас одна, мы делаем накиды. Изнаночный ряд вяжем по узору. То есть лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными, а накиды провязываем открытыми. Так, вяжем следующий ряд. И сейчас здесь уже будем вывязывать сам узор. Значит, первую петелечку снимаем. Далее вяжем 3 петли планки лицевыми петлями. Далее делаем накид, 2 лицевые, 3 петли вместе лицевой. Вяжем следующим образом. Первую петельку снимаем. Далее провязываем 2 вместе с наклоном вправо. И снятую петлю накидываем на провязанную. Вот таким образом. Далее опять 2 лицевые, накид, лицевая. Вот раппорт узора мы провязали с вами. Повторяю. Накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой, 2 лицевые, накид, лицевая. То есть перед лицевой мы делаем все время накид, и после лицевой тоже делаем накид. Серединку мы начинаем формировать наш узорчик. Еще раз повторю. Накид, 2 лицевые,
3 вместе лицевой, через камеру трудно провязать, девочки, ну, я это сделаю. Так, 3 вместе лицевой, далее 2 лицевые, накид, лицевая. Так вяжем до конца ряда. Изнаночный ряд вяжем по узору, накиды провязываем открытыми. Так, провязали. В этом ряду мы вяжем точно так же, как вязали в предыдущем. То есть провязываем, вначале сейчас покажу. Первую петельку снимаем, вяжем 3 лицевые, это у нас петли планки. Далее делаем накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой, 2 лицевые, накид, лицевая. То есть повторяем все точно так же до конца ряда. Изнаночный ряд провязываем по рисунку, накиды провязываем этот ряд, и следующий ряд мы вяжем точно так же, как вязали до этого. Итак, мы с вами провязали. У вас вот такие должны получиться клинышки. И 3 раза мы с вами провязывали. 1, 2, 3, 3 петли вместе лицевой. Вот. Вяжем далее. Первую петельку снимаем. Вяжем 3 петли планки. Провязываем накид, 7 лицевых. Опять накид, лицевая. Это вот наш раппорт узора. Опять делаем накид, 7 лицевых, накид, лицевая. Так вяжем до конца ряда. Изнаночный ряд вяжем по узору, накиды провязываем открытыми. Провязываем следующий ряд. Первую снимаем, 3 петли планки, вяжем накид, 3 лицевые, 3 петли вместе лицевой. Как вязать я показывала в первом ряду. Далее 3 лицевые, накид, лицевая. Вот наш раппорт узора. Еще раз повторяю: накид, 3 лицевые, 3 вместе лицевой, 3 лицевые, накид, лицевая. Так провязываем до конца ряда. Изнаночный ряд вяжете самостоятельно изнаночными петлями, ну то есть по рисунку. Накиды провязываем открытыми. Так, провязали мы с вами эти 2 ряда. Точно так же мы должны провязать еще 3 раза. Давайте напомню вам узор, какой мы вяжем. Первую снимаем. Далее у нас идут петли кромочной. Делаем накид, 3 лицевые, 3 вместе лицевой, 3 лицевые, накид, лицевая. Таким образом до конца ряда вяжем. Изнаночные ряды всегда будут вязаться у нас по рисунку. Накиды провязываем открытыми. Значит, высоту мы провязываем таким образом еще 3 раза. Значит, у нас с вами мы первый раз провязали 3 вместе, 1 получается, да, как бы раппорт. Сейчас еще раз провяжем и еще также 2 раза. У нас с вами должно предыдущий раз 1, 2, 3, да, 3 раза было 3 вместе лицевой. Здесь сейчас у нас должно быть 1, 2, 3, 4 раза 3 вместе лицевой. Я надеюсь, вам понятно, потому что я уже прям вот тут разжевываю все. Вот. Давайте все это провяжем самостоятельно.
и встретимся с вами. Так, девочки, провязали. Значит, у нас с вами получилось вот таких вот 1, 2, 3, 4 ряда, где мы провязываем 3 вместе лицевой. Продолжаем вязать дальше. Первую петельку снимаем. В этом ряду мы должны сделать уже отверстие под пуговички. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да, через каждые 9 дорожек делаем отверстие под пуговички. Значит, первая у нас лицевая, накид, 2 вместе лицевой. Сделали. Далее вяжем накид, 9 лицевых. Накид, лицевая. Это наш с вами раппорт. Еще раз показываю: накид, 9 лицевых, накид, лицевая. Так вяжем до конца ряда. Изнаночный ряд вяжем по узору, накиды провязываем открытыми. Вяжем следующий ряд следующим образом. Провязываем петли планки, далее делаем накид, 4 лицевые, 3 петли вместе лицевой, 4 лицевые, накид, лицевая. Это наш с вами раппорт. Повторяю: накид, 4 лицевые, 3 петли вместе лицевой, 4 лицевые, накид. Таким образом вяжем до конца ряда. Изнаночный ряд вяжем по узору, накиды провязываем открытыми. Провязали с вами. Вот какие у нас клинышки уже получаются. Сейчас и еще получается 4 раза мы должны провязать точно так же, как мы только что с вами вязали. Напомню еще раз узор вам. Значит, первая кромочную снимаем, 3 петли планки провязываем, делаем накид, 4 лицевые, 3 петли вместе лицевой, 4 лицевые. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, такие казусы тоже, девочки, бывают. Ну, ничего страшного. Сейчас поднимем петельку. Как я говорила, 4 лицевые, накид, лицевая. Вот это наш с вами раппорт узора. Еще раз накид, 4 лицевые, 3 петли вместе лицевой, 4 лицевые, накид, лицевая. Все. Таким образом мы с вами должны провязать еще 4 раза, значит, этот и еще 3. И ориентир у вас опять-таки будут вот такие вот наши провязанные 3 вместе лицевой. Значит, у нас с вами тут должно быть 5 вот таких рядов. Давайте провяжем это самостоятельно. Не забывайте также вывязывать через 9 вот таких вот дорожек отверстия под пуговичку. И в изнаночных рядах накиды провязываем открытые. И после того, как все это провяжем, встречаемся с вами. Ну все, мы довязали. Вот так у вас должно получиться. Здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5 раз мы провязали по 3 вместе лицевой. Далее что мы делаем? Для меня достаточно, да, длина этого платьишка. Если кто-то хочет связать, допустим, длинное, да, платье,
кто может в таком вот алгоритме дальше вязать до той длины, которая нужна. Я буду заканчивать платье на этой длине. После того, как мы связали нужную нам длину, вяжем следующим образом. Нужно будет провязать 6 рядов платочной вязкой. Давайте провяжем это самостоятельно. Платочная вязка, напоминаю вам, это в каждом ряду мы вяжем лицевыми петлями. И в лицевом, и в изнаночном ряду. Давайте это провяжем. И после этого будем закрывать петли нашего платьишка. Ну все, наш сарафан готов. Сейчас осталось нам с вами закрыть только петли. И можно одевать на куколку. Закрывать будем следующим образом. Закрываем изнаночными петлями. Провязываем первую петельку, вторая изнаночная. Ну, продеваем. Закрываем как обычно, но только не лицевыми, а изнаночными петлями. Вот так. Таким образом. Это делается для того, чтобы у нас такой был красивый с вами краешек. Я думаю, что с этим уж вы все справитесь. Закроем это все самостоятельно. Все, и будем встречаться и мерить нашу красоту на куколку. Ну все, готов наш сарафан. Сейчас осталось нам с вами убрать ниточки, пришить пуговки. В этот раз я пуговки не вязывала, потому что ниточка такая достаточно толстая, а у меня пуговки маленькие. И нитку я бы в отверстие не засунула. Так что давайте померим сарафанчик. И посмотрим, как он смотрится на малышке. Вот такая милота у нас связалась. Вот, я надеюсь, что вам тоже понравилось. И у вас все получилось. Все, всем спасибо, что со мной вязали. Всем пока-пока. До следующих подключений мастер-классов.